Саша Prime Step. Слава, расскажите про белила. Эта краска может сделать белесые пятна, а может создать сияние. Возможно, будет необходим урок на эту тему. Саша Prime Step. Все уроки у меня именно на эту тему. Вот все, без исключения. Потому что тут не о белилах нужно рассказывать, а о видении, о замечании, что самое светлое в мотиве, что самое темное. Прямо Коровин брал вот кисточку, самую темную краску, смотрел на мотив. О, бах ее! Это сразу звучание. Это краска, которую он положил. Ты от нее отталкиваешься дальше. Послабее, еще послабее. И до самого светлого. Он говорил так, Коровин, что это ведет, вот когда ты от темного идешь, к сочной живописи, к сочной. То есть она неминуемо будет растянута в спектре возможностей от самого светлого, самого темного, полным диапазоном. Получается, ты не придумываешь, ты все тональности раскладываешь, она получается такая, ядреная. Но а белила лучше не использовать в чистом виде. Даже если это самая светлая часть в картине, вот это там окошко, да, все равно вот смотришь, оно в холод или тепло. Но если здесь тепло, то там холоднее, очевидно, значит, в эти белила ты подмешиваешь какую-то холодную краску. Опять сравнишь какую. Если есть здесь еще синее какое-то, ну, холодное. Потому что холод разный должен быть. Здесь стены, а там природа. Стало быть, в стенах другой тюбик холода. Они пусть не спорят друг с другом, потому что если один тюбик берете в разбеле, там просто разбеленный тюбик, а здесь вы видите холод не разбеленный, тюбик-то один, и звучание более бедное. Когда тюбики разные, просто запомните, если это другая стихия, другой тюбик краски. То есть там, например, воздух, небеса, вода, другая стихия. Знаешь, тюбики меняете. Или камни, или там стены, человек. Сразу, ну, другая материальность другая, значит, используйте разный холод. Ну и вот, добавили в белила немножко холоду, а сюда в лампочку немножко тепла. И будет вот это, спор исчезнет, а будет дополнение тепла, холода, будет гармония. Когда вы сочетаете тепло и холод вместе, это чудо. И сияние, которое вы делаете с помощью белил, работает за счет соседства. Гармония возникает не за счет просто разбеленности каких-то случайных цветов, а их соседства. Ну, известно, что просто посмотрите таблицу контрастных цветов и таблицу дополнительных цветов. Известно, что зеленоватое будет гармонировать с розоватым. Ну, в общем, вот исходя из этого вы сочиняете. Желтоватый с фиолетоватым, да, потому что они дополнительные. Можете делать на контрасте, чтобы усилить контраст. Розы, например, здесь, на холодном фоне. Там была зеленая гора. Это было более гармонично. Но усиленный контраст за счет холода, прям конкретного холода горы, и красного, синий, вот это голубой к красному, это контрастные цвета. Это работает активно. Если вы хотите активности, то используйте контрастный вариант. Просто пробуйте по-разному. Евгения Иванова, как бы вы сформулировали свое служение творчеству и, главное, живописи? Потрясающий, красивый зимний пейзаж. Евгения Иванова. Спасибо, Евгения. Служение творчеству. Но прежде всего это нету отдельно меня и там чего-то там, людей, природы. Это же целое, вообще все задумано как Бог един, да, единое целое, это единый организм с молекулами, нами, атомами, которых не разорвать друг от друга, и мы все связаны, да. Осознание этого единства приводит к тому, что ты не делаешь специально что-то. Вот эта молекула я, да, не делаю что-то специально для другой молекулы, чтобы она тоже не загибла, чтобы она радовалась. Это, естественно,
происходит. Это некая сцепка, как будто струна между нами вот всеми натянута, и она неразрывна. Мы, по сути, питаемся радостью. Вот служение. Питаться и давать радость. Мы же не питаем. Приходит к нам, например, сосед какой-нибудь, угрюмый такой. Ну, чем от него питаться? Зачем он вообще пришел? Зачем впускать в дом таких, которые приносят с собой угрюмость? Ну, это же сразу топор висит, невидимый топор. Сразу изменяется аура, ну, энергия в доме. В нем невозможно жить, если висит топор гнева, раздражения и так далее. Служение, творчество – это вот как раз пребывание в восторге от того, что ты вообще живешь. Главное в живописи – правда. Правда, убедительность. Даже если нафантазировано, то есть мы пишем ощущения, да, мы пишем впечатления, но что-то нам подсказывает, что мы верим этому, и мы хотим это повесить дома, потому что происходит какая-то сонастройка с этой правдой, с удивительной правдой. Ведь художник создает удивительную правду на картине. Удивительную в смысле, он удивился и трансформировал это, передал. Вот она, вот это удивление есть, кристаллизовано в каком-то клочке холста. Ну, вот это главное в живописи. Удивление. По сути, нам с вами дан дар. Его нужно просто использовать, показать всем, себе в первую очередь, ответить на вопрос «Зачем?», что с ним делать, с этим даром. Что это такое? Вот это. Это что, только кожа и кости или что-то еще? Может быть, глубже копнуть? Может быть, это все и есть любовь? На третий день зоркий сокол увидел, что в доме нет стены. Я, наконец, разглядел, что YouTube не так давно сделал возможность субтитров. Он сам считает субтитры, которые легко формирует, делает на разных языках теперь мои вот эти вот видео. Я делаю, значит, английский, французский, немецкий, испанский. Так что можете теперь просматривать эти видео с субтитрами на вот этих 4 языках. User GFilm. Можно поменять в настройках Google, чтобы не было вот этого юзера. Я тоже посмотрел, и там новая строка «Псевдоним». Там можно вписать имя и псевдоним, и тогда будет отображаться все хорошо. Это не мои настройки, это Google настройки. Палата, в которой, несмотря ни на что, учишься быть счастливым, это отозвалось. Правда, самое трудное, пожалуй, пронести через жизнь оптимизм. Чем старше люди, тем больше мрачных и ноющих. Согласен. Спасибо вам за настрой. Ну да, безусловно, влияет среда, в которой мы находимся. Едешь в метро, вокруг все усталые, озадаченные, озабоченные. Ну, нет другого способа, допустим. Я поэтому люблю на машине ездить, потому что это моя среда. Нет никого того, кто тебя раздражает как-либо. Так или иначе, мы интуитивно выстраиваем эту среду. Сложно, конечно, научиться пронести через жизнь оптимизм. Но эта школа нас учат, чтобы освободиться от этого багажа, который нам не нужен. На вершину с 2 чемоданами негатива тяжело подняться. Их нужно отбросить, эти чемоданы. Налегке вверх поднимаешься. Ничего не возьмешь с собой. Только необходимое снаряжение в данном случае. Я предлагаю вам познакомиться с 40-м уроком по живописи на пленэре. Виноградник. Я записывал этот урок в Гурзуфе. Он сложный, потому что нужно найти взаимосвязи между несколькими планами. Связи довольно тонкие по тону и по цвету. Дальний план – это гора-медведь. Писать зеленый очень сложно. В этом уроке мы с вами будем писать пространство. Мы будем управлять вниманием зрителя.
Мы будем думать о материальности каждого объекта. И, естественно, одно из главных условий успешной живописи – это расфокусированность зрения. В этой работе мы будем сочинять бесконфликтную композицию. Пятна не должны спорить друг с другом. 40-й урок «Виноградник». Ссылки на урок на онлайн-школу под каждым видео.